Друзья, как же прекрасно, когда есть возможность, желание и ресурсы построить то, о чем ты так долго мечтал. Именно с таким энтузиазмом мы приступали к строительству нашей долгожданной мастерской. До этого этапа себестоимость строительства была практически нулевой, так как все подготовительные работы требовали лишь физического труда, который мы выполняли сами. На некоторых этапах при чистке старого гаража и сдаче металлолома мы даже вышли в плюс. Но именно при первых бетонных работах мы поняли, что бюджетная задумка с мастерской по итогу с теперешними ценами на стройматериалы вряд ли получится такой дешевой. Но теперь давайте по порядку. Для тех, кто видит нас впервые, мы с женой решили построить мастерскую, надобность которой у нас зрела уже очень давно. Кроме реализации нас в творчестве, у мастерской будет и более практическая цель. А именно помощь в строительстве круизной 13-метровой яхты, на которой мы планируем попутешествовать по земному шару во второй половине жизни. Естественно, ввиду другой нашей деятельности, этот проект с мастерской растянулся почти на год, но для вас мы указываем лишь реально затраченные рабочие дни. Итак, с 1 по 14 день мы занимались уборкой и расхламлением старого гаража, который будем частично использовать, а также завалили сарай и подготовили основание под мастерскую. Эти видео уже есть на канале, можете посмотреть. А на этом этапе мы приступили к бетонированию. Такое П-образное бетонное основание в качестве незаглубленного поверхностного фундамента под мастерскую делаем впервые. Мы не делали расчеты и 100% не уверены, что оно прослужит веками. Работы ведем сугубо интуитивно, ориентируясь на собственный опыт. Но уверенности нам придает то, что последующая конструкция мастерской будет каркасной, легкой. Она не подвержена растрескиванию, как кирпичные стены, и не имеет значительного веса. То есть по сути этот фундамент является лишь приподнятой бетонной площадкой. Внутреннюю часть наружной опалубки обили пленкой, так доска на опалубке сохранится чистой, ее будет легче снимать, когда бетон станет, да и поверхность цоколя будет гладкой, а мы не планируем его чем-либо декорировать. Для армирования этой конструкции закупили 8-мм арматуру и две профильные трубы 80 на 40, которые будем использовать в качестве временных направляющих для выравнивания бетона. Также будем использовать старые остатки арматуры, которые копились годами. А из бэушного уголка с ворот сарая сделаем вмурованный в бетон порог для новых ворот. Сварили его по длине, так как ширина ворот в мастерскую будет в 5 метров, и приварили к нему короткие прутки, которые намертво закрепят его к бетону. Через этот уголок к бетону также будут крепиться несущие стойки для стен с обеих сторон ворот. Вход в мастерскую, совмещенную с гаражом, будет через ворота. Между собой соединим эти помещения, прорезав и выбив в стене новый дверной проем. Параллельно с этой работой закончили просыпать площадку песком. Еще с разборки гаража к нам присоединился мой лучший друг, так что работа продвигалась реально бодрее. Засыпав площадку песком, мы еще раз проверили точность зазоров для заливки бетоном и приступили к следующему этапу – армированию. Здесь я не смог удержаться, чтобы не использовать повторно старую сетку-рабицу, которую мы заменили на заборе профнастилом в прошлом году. Тогда мы ее не выбросили, так как уже планировали строительство мастерской и точно знали, что будут бетонные работы, при которых сможем ее применить. Сетку загибали под 90 градусов и укладывали по периметру, опуская на всю глубину ленты.
Как-никак, а дополнительную пользу в армировании бетона она даст. Лежа у основания угла будет противодействовать его растрескиванию, так как сама лента всегда будет стремиться к расползанию, то есть к отклонению внизу от основы. Да и дополнительная армировка ленты по всей площади точно ее укрепит. Арматуру в бетоне сетка рабица, конечно же, не заменит, так что дальше мы приступили к вязке арматуры. Внизу и вверху ленты по периметру будут идти по одному прутку арматуры. Соединять их будет отрезок арматуры, согнутый под углом в 90 градусов. Эти уголки разложили шагом примерно 80 сантиметров. С таким же шагом клетки будет и все остальное заполнение площадки арматурой. Между собой арматуру скрепляли вязальной проволокой с помощью специального крючка, имеющего ручку на подшипниках. Стоит он недорого и реально ускоряет этот процесс. Нижний пруток привязывали к уголкам и опускали вниз ленты с зазором в 5-10 см от земли. На углах в основании пруток загибали и соединяли друг с другом с перехлестом сантиметров на 40. А после пустили пруток арматуры и по верху ленты. Потом заложили и увязали арматуру на всю площадку, создав клетку с размерами ячейки примерно 80 на 80 сантиметров. Для серьезных нагрузок или, например, перекрытия, такое армирование, конечно же, хлипкое, но для сохранения целостности площадки и защиты ее от растрескивания нам показалось достаточно. Металлический порог закрепили прямо к опалубке саморезами. Да, отрывать потом доску опалубки от бетона будет труднее, но так при заливке бетона этот уголок точно останется на своем месте. Нижнюю часть опалубки подсыпали землей. Сделать это было важно, так как чем выше опалубка, тем больше давления создает жидкий бетон в ее основании. И как раз эта подсыпка не должна дать бетону просачиваться снизу. Давление бетона все же сыграло на нашем пульсе, но об этом чуть позже. Для выравнивания поверхности бетона нам не хотелось хоронить в нем парочку труб в качестве направляющих маяков, и мы решили поэкспериментировать с поверхностными направляющими. Для их поддержки от провисания на длине в 6 метров сделали посередине дополнительные подпорки вровень с бетоном. Чтобы они не просели под тяжестью направляющих труб, к пруткам, забитым в основу, приварили внизу опорную пятку из куска трубы. К этим пруткам также приподнимали и крепили арматурный каркас. Расстояние между подпорками выдерживали около 2 метров. Таким же 2-метровым провелом будет и выравнивать бетон. Для удобного крепления к бетону каркасных стен вмуруем небольшие металлические площадки, к которым в последующем и будем приваривать стальные стойки. И в общем, площадка под мастерскую к бетонированию готова. Бетонной стяжкой мы также выровняем пол в старом гараже. Сделать это было необходимо, так как перепад уровня доходил до 10 сантиметров. По периметру на анкерные болты закрепили рейку в качестве ориентира верхнего уровня. По ней мы будем стягивать бетон, и да, она здесь муруется и останется навсегда. Армировать бетон здесь не будем, все же тут присутствует устоявшаяся основа, лишь над засыпкой старой смотровой ямы связали клетку из 6-миллиметровых прутков. Параллельно мы также готовили к бетонированию подъездную площадку. Ее площадь будет более 60 квадратов, так что бетонировать их вместе с основой под мастерскую мы не стали. Побоялись, что вдвоем не успеем принять и загладить весь бетон, и это было правильным решением, так как заливали бетон посредине лета и стояла жара под 32 градуса. Здесь мы разбирали старую подъездную дорожку из асфальта и им же равняли неровности над бывшим фундаментом сарая, который снесли ранее. Хотя до завершения мастерской еще далеко, но мы уже мысленно представляем ее обустройство. Какое сделаем освещение, где поставим верстак и каким инструментом ее наполним. К некоторым инструментам и оснастке мы уже присматриваемся. Честно говоря, в нашем маленьком городке выбор инструмента так себе. Мы еще с тех времен, когда телефон был реально только для связи и висел на шнурке. Так что поздний приход интернета в наш поселок был настоящим праздником.
А то, что сейчас мы будем заказывать товары с другой стороны, сидя на диване с смартфоном, тогда мы и представить не могли. Теперь все стало намного проще. Тот же AliExpress открывает нам доступ до неимоверного количества разнообразных товаров, которые можно приобрести дешевле, чем в розничных магазинах. А найти еще более выгодные предложения на AliExpress нам помогает AliRadar, который отслеживает динамику цен, ищет товары с наибольшей скидкой, показывает рейтинг продавца, можно удобно почитать отзывы реальных покупателей и тут же в похожих найти лучшее предложение. На AliExpress мы находили бюджетные сенсорные диммеры для LED-лент, которых в обычных интернет-магазинах просто не найти. И множество других товаров для обустройства дома мы покупали дешевле, а используя AliRadar, делали эту покупку еще выгоднее и осознанной. Так что при распаковке не получали разочарований. В AliRadar мы уже набросали немалый список интересных инструментов и оснастки для мастерской. И теперь можем получать уведомления о снижении цен, что поможет подобрать более выгодное время для покупки. Для более скрупулезных поисков я установил AliRadar в браузер на компьютере. У них есть и сайт, и при желании можно воспользоваться и им. Если вы из тех, кто не любит переплачивать, AliRadar вам подойдет. Нас он реально выручает. Рекомендуем. Все ссылки на сервис в описании под видео. Также перед заливкой бетона мы провели ряд подготовительных работ. Защитили от брызг бетона токарный станок, обмотав его стрейч-пленкой. Ранее мы приподняли его на высоту новой стяжки на резьбовых болтах и теперь вмуруем их в бетон, закрепив намертво станок. У переднего крыльца к калитке у нас не было нормальной дорожки, поэтому здесь из досок соорудили опалубку высотой в 10 см и шириной дорожки в 90 см. Идеально рассчитать количество бетона на основу под мастерскую вряд ли получилось бы. И мы решили, что пусть лучше будет бетона излишек, чем недостача. Поэтому в заказе добавили лишние полкубометра. И эта подготовленная к заливке опалубка дорожки должна была стать тем резервным местом, куда бы мы с пользой скинули излишки бетона. Уровень дороги у нас выше двора, поэтому за калиткой сформировали площадку ступенькой, которая соединится с дорожкой бетоном с арматурой. Траву внутри опалубки скосили, она вряд ли укрепит бетон. Связали простенький арматурный каркас и просыпали основу небольшим слоем мелкого щебня. А потом приподняли арматуру, чтобы она хорошо облилась бетоном и работала как следует. Также для удобной укладки и перемещения бетона решили сделать интересный и простой в изготовлении инструмент. Из куска алюминиевой трубы диаметром в 150 мм вырезали пару секторов в 140 и 120 градусов. Обрезали их по длине в 45 см. И прикрутили по черенку от старых лопат. В общем, суть этого инструмента в удобном загребании бетона на себя, как при работе с сапою, а также толкании бетона от себя без зарывания инструмента вглубь. Для надежности добавили по пару диагоналей, хотя и одной диагонали было бы достаточно. На тот момент нам только предстояло узнать, насколько будет эффективен такой инструмент, который за рубежом повсеместно используется в бетонных работах, а в нашей местности никто из нас его и не видел. Ну что же, мы наконец-то подошли к этапу заказа бетона. До этого момента в рамках проекта с мастерской мы меняли вид ландшафта нашего двора в основном демонтажными работами. Ну а теперь пришло время зацементировать наши намерения и мечты о мастерской первой партии бетона. Сейчас нам предстоит забетонировать площадь около 70 квадратных метров, на которую мы рассчитали объем бетона 8,5 кубометров. Еще полкубометра мы добавили про запас, ведь неизвестно сколько бетона впитается в кирпичную засыпку по периметру. И в итоге мы заказали первый миксер, который вез нам 9 кубометров бетона за 50 километров от нашего дома. На 18-й рабочий день мы приступили к заливке бетона. В ожидании миксера несколько раз обильно пролили площадку водой. Так песок уплотнился и меньше будет вытягивать влагу из бетона, оставляя его подвижным подольше.
А также приподняли всю арматуру, подложив камушки под угловые соединения. Бетон мы принимали вдвоем с другом. Как назло, миксер нам смогли доставить ровно в полдень. Температура стояла около 32 градусов, и у нас были опасения, что мы не успеем разровнять весь этот объем, прежде чем бетон начнет схватываться. Чтобы перестраховаться, бетон мы заказали с большей подвижностью. То есть при тех же характеристиках по прочности бетон замешивают более текучим. Там по рецепту добавляют больше цемента, подбирают фракцию щебня и в общем немного меняют соотношение компонентов. Маркируется подвижность от P1 до P5, в нашем варианте это P4, а стандартно бетон поставляется с подвижностью P3. Вроде бы подвижности мы добавили всего лишь на 1 пункт, но укладывать его было реально легче. Бетон хорошо растекался, а самое главное оставался подвижным на более продолжительное время. То есть более часа он не оседал и позволял нам нормально его разровнять. При этом он был реально маститым, не то что жижа, разбавленная водой. Наши импровизированные швабры для бетона отлично себя проявили. Совковая лопата, которую часто применяют для разравнивания бетона, ни в какое сравнение с ними не идет. При натягивании бетона на себя швабра за счет вогнутой формы сама в него вгрызается. Тянется бетон легко, а ее заглубление просто контролировать, опуская или приподнимая ручку. Точно так же контролированно и легко ею толкать бетон за счет выпуклой наружной формы. Подвижность бетона и некая халатность при изготовлении опалубки все же сыграла на наших нервах. Вот на этих ускоренных закольцованных кадрах видно, как начало распирать нашу опалубку. Ох, не передать словами то чувство, когда ты слышишь нарастающие звуки потрескающей опалубки и понимаешь, что сейчас все твои результаты многодневного труда разольются вместе с дорогостоящим бетоном по участку, добавив тонны головной боли по их ликвидации. Мы решили не полагаться на авось, остановили подачу бетона и постарались быстро подпереть опалубку любыми доступными средствами. В общем, эту оплошность мы положили в копилку своего опыта. Набрав достаточный объем бетона, принялись его выравнивать. Две профильные трубы 80 на 40 мм будут работать поверхностными направляющими, с которыми мы экспериментируем впервые. По краям трубы опираются на опалубку, а в центре на заранее изготовленную подпорку. Между трубами бетон стягивали деревянным правилом, сделанным из доски такой же высотой, как и труба, 80 мм. На направляющие трубы это правило опирается прикрученными с краев выступающими дощечками. В целом со своими задачами такой способ стяжки бетона справился, и мы сэкономили на жестких маяках, вмурованных в бетон, но были и свои сложности. Из-за поперечных движений правилом загладить бетон у самих труб не получалось, эти места мы подравнивали при перемещении самих труб. Да и в целом вся эта процедура получалась более муторной, и еще растягивать бетон таким способом я бы не повторил. И кстати, на подъездной площадке мы по классике вмуровали направляющие маяки из стального уголка. Последний сектор на площадке загладили просто этой 6-метровой трубой, так как изначально здесь планировали одну сторону правила тянуть по опалубке, а из-за ее деформации от натиска бетона она не только сантиметров на 6 пошла наружу, но и сантиметров на 4 выперла вверх, поэтому мы согнали к ней остатки бетона и, погрузив его в тачку, перевезли в гараж. Точно так же залили стяжку в гараже. Здесь площадь и объем были поменьше, так что работа продвигалась быстрее. Психологически оказалось правильным для начала выбрать объемную тяжелую работу, а потом перемещаться на более легкую. Так рабочий энтузиазм практически не иссякал. Ну а теперь о стоимости бетона. При заказе бетона на его стоимость влиял выбор марки по прочности, водостойкости и подвижности. Самый слабый бетон от хорошего прочного по цене отличался процентов на 30. Но если добавить к бетону доставку миксером, а в нашем варианте на 50 километров приплюсовалось 80% от стоимости бетона,
то на суммарной стоимости экономия на низкой марке бетона была несущественной. Поэтому мы взяли хорошую марку с прочностью B30, подвижностью P4, морозостойкостью F200 и повышенной водостойкостью V8. 1 кубометр бетона с доставкой нам обошелся в $95, а весь миксер в 9 кубометров $850. Сейчас я проверил, и уже за полгода эта сумма выросла процентов на 30. Также на бетонные работы пошла арматура, песок и другая мелочевка. В сумме на этот этап мы затратили $1350. Всю остачу бетона из миксера сбросили здесь в гараж. Мы уже понимали, что заказанного излишка в полкубометра, который мы планировали использовать на дорожку, уже растратился на непредвиденное заполнение выпершей опалубки. И по факту сейчас 9 кубометров хватило как раз впритык. Осталось буквально лишь пара ведер. Излишки бетона возле трубы пришлось собирать вот таким неудобным способом. Реально не хватало какой-нибудь приспособы, которой можно загладить бетон на расстоянии. Кстати, такой инструмент чуть позже мы все-таки изготовили при последующих бетонных работах. Дальше нам предстоял процесс ухаживания за бетоном. В частности, его нужно защитить от пересыхания, иначе в такую жару вся поверхность покроется трещинами. Для этого заранее нарезали пленку, хотели приклеить ее к бетону по-живому, прикатав мягкими валиками, чтобы у высохшего бетона получилась гладкая поверхность. И хотя от первой подачи бетона до финальной стяжки мы справились всего лишь за 2 часа, и до самого конца бетон был подвижным, здесь бетон уже начал схватываться, и пленка приклеилась не везде. Но относительно гладкая поверхность с причудливым рисунком от пленки все же получилась. Помыв и убрав инструмент, остаток этого дня мы потратили на подготовку к бетонированию площадок. Буквально на следующий день приступили к разборке опалубки. Из-за летней жары и самонагрева бетон нагревался настолько, что по нему было некомфортно ходить. Через 6 часов после заливки он высушил себя даже под пленкой, поэтому мы ее сняли и обильно поливали поверхность водой в течение 3 дней, а возле краев, где объем бетона был больше, мочили тряпкой, чтобы вода испарялась помедленней. Бетонные работы нельзя назвать легкими, как оказалось, и простыми их не назовешь. Но мы надеемся, что наш опыт не отобьет у вас желание к данным работам, и вы будете подготовлены чуть лучше. В конце этой работы мы все же ощущали гордость и облегчение, что добили этот этап. Настал момент, когда я должен построить свой дом, чтобы моей семье жилось счастливо в нем, чтобы я смог оставить свой след и мною дети с внуками гордились много лет, чтобы я смог рассказать об этом друзьям и мог начать уважать себя сам. Но я ведь не знал, с чего начать, ведь и раньше я умел лишь только мечтать. Как оказалось, все, что нужно мне, это лишь импульс идти к своей мечте. Чтобы галактику свою создать, настал мой час, я должен действовать. Друзья, в жизни каждого из нас настигает стройка или ремонт, и мы снимаем наши видео, чтобы для вас этот процесс был легче и веселее.